Этой весной я вновь отправился на сплав в одиночку. Прошлогодний опыт одиночных путешествий мне очень понравился, поэтому я решил и впредь продолжать это дело. На этот раз в моем распоряжении оказалась целая неделя, поэтому и реку для такого продолжительного сплава нужно было найти подлиннее. Из ближайших в этом плане лучше всего подходила Чусовая, и недолго думая, я решил повторить маршрут, который мы проходили с Викой в 2021 году. Доехав до станции Бойцы в деревне Крылысово, по улице Советской я спустился к реке и приступил к подготовке снаряжения. Тут же на берегу под небольшой скалой расположились местные рыбаки. Сегодня 10 мая. На реке еще продолжается половодье, однако праздничные майские сплавы с бесчисленным количеством туристов уже прошли, и на реке сейчас должно быть тихо. Единственное, что немного удручает, это погода. Сегодня очень пасмурно, все вокруг выглядит серо и уныло, а на завтра вообще обещали дожди. Но подгадать так, чтобы совпали свободное время и хорошая погода, довольно сложно, особенно весной, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Главное иметь позитивный настрой. Через полчаса с небольшим моя лодка готова, вещи собраны, я встаю на воду и отправляюсь в первое в этом году путешествие. Не успел пройти и пары километров, как за спиной послышался громкий плеск воды. Сначала я подумал, что это плывет какая-то моторная лодка, но потом сообразил, что моторок здесь не бывает, и, обернувшись, был просто ошеломлен, увидев пару взрослых лосей. Сняли, Саша, ты? Слыхал, видал, да. Я думал, так рядом с поселком не будет их. Действительно, увидеть диких животных в такой близости от населенных пунктов было очень неожиданно. Тем временем я прошел первую приметную скалу, висячий камень, сквозь которую проложена одна из железных дорог в сторону Перми. Уровень воды в реке, судя по всему, начал падать, потому что течение довольно слабое. Местами встречаются плесы, как, например, вот сейчас прохожу один из них. Местами налетает встречный ветер, который мешает плыть, замедляет немного скорость мою. В целом, в принципе, хорошо, даже несмотря на то, что холодно. Но я холода не ощущаю особо, у меня куртка теплая, плюс работаю руками. Пород только изо рта идет. Ну и пейзажи пока что скучноватые. Все жду, когда подойду к прогрессу, там хотя бы начнутся скалы. Вот скорость у меня не очень большая. Где-то посмотрел сейчас примерно 5 километров в час. В принципе, неплохо, думаю, даже для спокойной реки-то. Берега реки на участке между деревней Крылысово и следующим поселком Прогресс не сильно пестрят разнообразием. Местами встречаются небольшие невысокие скалы, но в целом пейзажи выглядят довольно уныло, особенно в это время. Только ближе к Прогрессу, там, где находится урочище Косой мыс и река делает длинную крутую петлю, начинают появляться скалы. Кирки, синий камень и скалы без названий. Признаться честно, до этого момента я даже немного пожалел, что начал свой сплав от Крылысова, а не откуда-нибудь ниже по течению. Первые несколько километров это самое течение местами было очень слабое, а виды не добавляли ни капли оптимизма, но постепенно обстановка начала меняться. И вот уже совсем скоро, обогнув 4-километровую излучину реки, я подхожу к камню Толстик. Камень Толстик – первая крупная скала на моем пути. Ее высота достигает 40 метров, а транспортная доступность сделала скалу популярной у скалолазов, которые проложили по ней свои трассы и проводят здесь регулярные тренировки. Практически сразу после Толстика на левом берегу начинают показываться различные здания поселка Прогресс. Поселок довольно крупный, живет в нем около 1500 человек, а река вокруг него вновь описывает очередную крупную излучину, упираясь ее вершиной в камень Шишимский. Чуть ниже камня справа в Чусовую впадает довольно крупный в этих местах приток река Большой Шишим. После него русло Чусовой становится немного шире, течение чуть быстрее, и вот я, не успев оглянуться, прошел и Прогресс, и поселок Кауровка, который с Прогрессом практически слился. А впереди уже начали появляться белые выступы камня Слободского на окраине села Слобода.
Село это пользуется большой популярностью у туристов и фотографов. Отсюда начинаются однодневные сплавы, сюда приезжают, чтобы прогуляться по селу, сфотографировать Слободской камень и Георгиевский храм, расположенный чуть ниже скалы, но уже видимый от нее. Я хоть и не фотограф, но тоже решил сделать для себя пару кадров. Старинный каменный храм Георгия Победоносца был заложен в Слободе еще в начале XIX века на месте сгоревшей деревянной церкви, а нынешний облик он обрел только в 1894 году, когда было завершено строительство колокольни. От камня Слободского Чусовая делает крупную петлю длиной около 5 километров. После устья реки Утка, левого притока Чусовой, начинается правый поворот, после которого остается рукой подать до камня Собачьи Ребра. От него раньше начинался всесоюзный маршрут номер 58 по реке Чусовой. На скалах расположена база отдыха Чусовая, недалеко от них я остановился перекусить бутербродами. Хоть и без особых удобств, но время уже подошло, хотелось кушать. Отсюда вновь виден Георгиевский храм. Он стоит на той самой петле на перешейке суши, в самом узком его месте, поэтому практически в конце петли показывается вновь. После того, как заканчивается правобережная часть села Слобода, по правому же берегу начинают подниматься скалы. Сначала невысокие, но постепенно они перерастают в довольно крупный камень Георгиевский. Он растянулся примерно на пару сотен метров и заканчивается отдельно стоящим треугольным выступом камнем Часовым. По выходным, особенно летом, обе эти скалы и их окрестности просто усеяны туристами, приходящими как с турбазы, так и сплавляющимися по реке. Пройдя немного дальше, я решил сделать небольшую передышку и вышел на берег. Да, даже солнышко выглянуло первый раз за день. Я тем временем остановился глянуть стоянку. Сейчас нахожусь напротив скалы, камень Бобинский. Прошел почти 30 километров. О, тут какая огромная поляна. Время 5 часов вечера. Я на данный момент прошел 27 километров. Вот и думаю, с одной стороны можно было бы еще пройти чуть-чуть, а с другой стороны немного устал. И вечер уже. Сейчас будет солнце прятаться за деревья, за высокие берега, и на воде начнет становиться холодно. Хотя днем и так достаточно прохладно было. Но сейчас немножко подумаю и решу, как быть дальше. Взвесив все за и против, решил пройти чуть дальше деревни Каменка. От деревни Крылосово, где я начинал сплав, до села Кын примерно 250 километров по воде. Чтобы уложиться в 7 дней, в среднем мне нужно проходить около 36 километров, так что даже учитывая мой сегодняшний поздний выход на воду, лучше будет максимально приблизиться к этому значению. К вечеру окончательно распогодилось. Примерно через час подхожу к Каменке и останавливаюсь здесь на небольшую остановку, а заодно в очередной раз хочу посмотреть декорации к современному сериалу «Угрюм-река», построенные рядом с камнем Каменским. Сейчас здесь 3 постройки, причем одна из них, судя по всему, совсем недавно пострадала от высокой весенней воды и немного завалилась. Изначально еще была и водяная мельница, но ее смыло паводком в первую же весну. Возле камня Каменского расположилась база отдыха, а рядом с ней доживают свой век старинные декорации 1980-х годов, использованные сразу в нескольких фильмах того времени. Чуть ниже деревни пытался проверить одну стоянку, но выйти там оказалось проблематично. Так, я остановился посмотреть очередную стоянку. Все так же ниже Каменки, там, которую я смотрел, очень тяжело выйти. Здесь вроде бы нормально вышел. Ну, тут какая-то тропа как будто проходит
Слева там выше по течению собачий лай был. Так, местечко вполне живописное. Главное, чтобы не шатался никто. Здесь вот туда, в сторону Нижнего Села, тоже тропинка вот идет. Может, ходят, гуляют, голоса слышны. Но я думаю, ночью все равно никого не будет. Тут и скала какая-то интересная. Осмотрев место, решил остановиться здесь, потому что дальше, скорее всего, все будет занято коммерческими группами. Здесь находится очень популярный сплавной участок. По выходным тут бывает очень много людей. Стоянка находится на высокой береговой полке с небольшим уклоном. Поставив палатку, забрался на скалу. Видов с нее не открывается, зато можно поймать сотовую связь и позвонить, чем я и воспользовался. В этот раз немного решил изменить своим традициям. И вместо привычных сушеных овощей и мяса решил попробовать такие вот готовые блюда. В интернете купил на маркетплейсе на одном. На ужин, наверное, буду буженину сегодня. Люблю мясо. Написано перед употреблением, рекомендуется подогреть, но я бы и холодную съел. Буженину-то. Вот котелок, кстати, новый купил. Для одного человека. Это форма для кулича или для кекса. С антипригарным покрытием. Мы такой же котелок с Викой вдвоем берем на двоих, только больше диаметром. 16, по-моему, сантиметров. Там как раз 2 тарелки супа у нас получается. А здесь на одного, может быть, на 1,5 человека. Ну, чуть больше, чем на одного получается супа. О, как пахнет чесноком. Красота. Надо было греть прям в этой упаковке. Жира много по стенкам остается. Такое вот кусище мяса. Есть, конечно, у таких готовых блюд небольшой минус. Это большой вес. На весь сплав их брать я не стал, только на 3 первых дня, но даже этого хватило, чтобы увеличить вес моего рюкзака на 3 килограмма. Ну, для сплава это в принципе нормально. Единственный недостаток у этого котелка — это то, что у него нет ручки. А так он, кстати, легкий. Это какой-то сплав алюминия. Ну вот, собственно, кусище мяса с бородинским хлебом. Весь мой сегодняшний ужин. Круто. Вечером стало довольно прохладно, и я сразу после ужина отправился в палатку. Свободное время перед сном занял чтением книги. С утра очень холодно. Проснулся в 7 часов. А вылез из спальника только через 20 минут после этого. Вчера, когда читал вечером книгу на телефоне, сначала по пояс в спальник залез. Потом начал подмерзать. Сначала одно, потом плечо накрыл. Потом почти полностью только рука торчала из спальника. Вот и все мерзнет у меня потихонечку. Думал, ночью замерзну тоже сильно. Но в спальнике тепло было. А сейчас с утра проснулся и неприятно удивился. И дождик с утра накрапывал. Палатка вся мокрая. Но его практически не слышно было. Согревшись горячей едой и горячим чаем, начал не спеша собираться и примерно через час уже был готов выходить. Так, время 9:15. Я собрался, готов вставать на воду. Уровень воды существенно упал, как я и предполагал, падает. Вчера вот по этой кочке вылезал на берег. Она где-то, может, сантиметрах в 10-15 под водой была.
А то может быть даже и больше. Если честно, не запомнил. Здесь мне неудобно будет садиться в покрафт. Точнее, сесть-то можно, но вот эта вот грязь вся будет внутри, чего мне, собственно, не хочется. Поэтому я сейчас попробую чуть-чуть подальше сесть с травы. Здесь вот вроде бы удобно. Сейчас хвост сюда поставлю и запрыгну. На воде встречный ветер. Сегодня чувствую, у меня будет сплошная гребля. А это вот ниже меня группа стоит коммерческая. Такие автобусы. По 10 человек на каждом. Еще одна группа стоит поменьше. Немного ниже моей стоянки, на том же левом берегу, раскинулась просторная поляна, на которой постоянно останавливаются такие группы. Практически сразу после нее начинается Нижнее село. На момент основания в 1654 году оно называлось Нижней деревней, но после постройки церкви в 1860 году деревню переименовали в Нижнее село. Тогда в нем проживало около 1000 человек, сейчас около 250, и в основном это дачники. В Нижнем селе в русле Чусовой находится несколько островов. Последний из них я решил обойти по узкой левой протоке, чтобы выйти из нее прямо под камень Шайтан. Она не просматривается, к сожалению. Но тут течение не очень сильное, если что, можно выгрести. Но мне кажется, она сейчас нормально откроется. Ну да, все хорошо. Боец Шайтан находится напротив Нижнего села практически в самом его конце. На Чусовой много скал с повторяющимися названиями, и камень Шайтан – одна из таких скал. Всего Шайтанов 3. Кстати, все знают, что с развитием металлургического производства и открытием множества заводов на Урале река Чусовая стала главной дорогой для перевозки их продукции. Это было гораздо дешевле и быстрее, нежели перевозить ее по суше. Поскольку для того, чтобы груженные металлом барки могли свободно проходить по реке, нужен был высокий уровень воды. Поэтому сплавы проводились ранней весной, когда только-только сходил лед. Барки шли вереницами в несколько десятков судов, за что и получили название «железные караваны». Именно во время тех сплавов большинству скал на Чусовой сплавщиками были даны названия, а самые грозные из скал, о которые чаще всего разбивались барки и возле которых нужно было проходить очень осторожно, называли еще и бойцами. Наконец-то хоть какая-то веселуха. Да, Чусовая в этих местах не особо балует перекатами и быстринами, поэтому радуюсь даже такому небольшому перекату. На Чусовой много птиц, в частности серых цапель. За ними всегда интересно наблюдать, потому что птицы крупные и всегда на виду. Людей они боятся и близко к себе не подпускают, но иногда, если двигаться тихо и осторожно, можно подкрасться к некоторым цаплям и снять их покрупнее. После одного из поворотов реки впереди показались домики деревни Трёка. Перед ней на правом берегу стоит камень Корчага. Деревня Трёка интересна тем, что в отличие от соседних поселков расположилась на правом берегу, тогда как асфальтированная дорога проходит по левому, правда в отдалении от реки. Свои машины жители деревни оставляют в гаражах возле подвесного пешеходного моста. Сама деревушка, хоть и старинная, появилась в XVIII веке, но маленькая. По официальным данным, живет здесь около 40 человек, но на самом деле может быть даже меньше. Деревня Трёка окружена огромным покосом, который некоторое время идет вдоль реки. Там, где он заканчивается, я остановился размяться.
Через 2 с небольшим часа остановился на отдых, чуть ниже Трёки. Прошел 12 километров. Из-за того, что уровень воды упал, скорость моя тоже немножко снизилась, к сожалению. Вообще в плане у меня сегодня было пройти Староуткинск поселок и остановиться где-нибудь за ним. Либо сразу же, это примерно 44 километра за день, либо до камня Сокол дойти. Но это уже будет около 50. Это уже будет намного сложнее. Ну, в принципе, загадывать ничего особо не буду. Посмотрим по обстоятельствам. Также на Чусовой много камней-призраков, как их называет Алексей Иванов в книге «Месседж Чусовая». В основном это поглощенные лесом скалы, которые сложно увидеть. Сейчас прохожу одну такую скалу, камень Боярин. На окраине Трёки прошел, не заметив на правом берегу камень Ёршик. Зато после затяжного плеса на следующем повороте реки хорошо заметен камень Высокий. И несмотря на то, что после предыдущей остановки я прошел всего 3 километра, решил выйти на берег и подняться на эту скалу. На вершине камня Высокого скромно цветет прострел желтеющий, краснокнижное растение. Рядом, прямо в расщелинах скал, поселился и цветет другой краснокнижник и любитель скал Шеверекия. Напротив скалы в лесу расположилось небольшое фермерское хозяйство. На открытом пространстве радостно резвится жеребенок, наверное, радуясь наступившей весне. Вместе с ним хотел бы порадоваться и я, но погода сегодня весьма удручающая. Низкое серое небо будто изо всех сил старается приглушить своей серостью яркие весенние краски. По прогнозу погоды, всю неделю моего путешествия должны лить дожди, но до этого момента все обходилось. И только я спустился со скалы и встал на воду, как началась мелкая неприятная изморозь. Накинул юбку, поскольку дождик моросит, чтобы не намочил мне ног. От камня Высокого, можно сказать, начинаются самые интересные места на участке между деревней Крылосово, в которой я начинал сплав, и поселком Староуткинск, который мне только предстоит пройти. Именно здесь сосредоточено несколько высоких, красивых и интересных скал, и камень Высокий дает начало этой каменной веренице. Незадолго до камня Талицкого река начинает делать крупную излучину, а после него на левом берегу начинают показываться невысокие безымянные замшелые скальные выходы, постепенно переходящие в крупные массивы камня-гребешки. Их высота достигает 30 метров, а в прошлом камень-гребешки был опасным бойцом, чего не скажешь о нем сейчас. Название свое, судя по всему, он получил за выступающий над рекой вертикальный плоский останец, издали напоминающий рукотворную стенку, торчащую из глубины одной из скал. После гребешков в самом конце излучины Чусовая упирается в камень Сибирский. Он получил свое название по речке Большая Сибирка, впадающей в Чусовую напротив скалы. Считается, что по ней проходила западная граница Сибири. Ниже Сибирского над водой нависает следующая скала – Курочка. По своей сути, Курочка – это продолжение камня Сибирского. Чуть ниже нее, по тому же правому берегу, будет еще пара безымянных небольших скал. Время перевалило за час дня. Дождь к этому моменту разошелся не на шутку, а я приблизился к одной из самых красивых скал на Чусовой – камню Заплотному. Заплотный растянулся вдоль одного из поворотов реки почти что на 300 метров. Его темная, практически цельная стена, покрытая лишайниками и редкими травами, отвесно взмывает над водой на 30 метров. К сожалению, относительно быстрое весеннее течение проносит меня мимо этой скалы за считанные 5 минут, а впереди уже показался камень Сафронинский. Возле него, время как раз подошло к обеду, удачно подвернулась беседка, поэтому, недолго думая, выхожу и переношу все снаряжение и вещи под крышу. 23 600 прошел за сегодня. Время 14:06.
Маловато. Дождем меня подмочило хорошо, но куртка пока что мокрая только снаружи. Обедаю сегодня опять готовым блюдом. Мясо, надо сказать, видно, в отличие от некоторых подобных каш. Сейчас, наверное, поставлю палатку, потому что дождь моросит все сильнее и сильнее. Сейчас прям уже такой промозглый идет. Лучше сегодня подольше отдохну, может завтра раньше встану на час, а то может и на полтора-два. Просто не хочется мне в дождь идти, вот прям сильно не хочется. А может и к вечеру распогодится, что, конечно, вряд ли. Как только дождь ненадолго затих, быстро поставил палатку. Пролежал в ней до вечера, читая книгу. Вечером, когда дождь практически прекратился, поднимаясь на невысокий Сафронинский камень. От него начинается территория природного парка река Чусовая. Если мерить по воде, протяженность парка составит примерно 160 километров. Дождь сегодня шел несколько часов. К вечеру лес промок насквозь, сырость ощущается везде, в том числе и в воздухе. Ближе к 8 часам вечера решаю сходить за водой к речке Сафронихе, протекающей рядом. Из Чусовой лучше воду не брать, выше по течению ее загрязняют все, кому не лень. Зашел поглубже в лес. Здесь протекает речка Сафрониха, она там неподалеку от беседки, от навеса впадает в Чусовую. Но там очень крутой берег. Не спуститься, не подойти. Глинистый, весь размокший. Я пришел сюда набрать воды. До таблички природного парка река Чусовая, запрещающие охоту. Вода мутноватая немного. Но это ничего страшного. Для готовки пойдет. По идее, сегодня и вода-то мне нужна только для чая, но и для питья она может вполне сгодиться. Однако лучше все же ее прокипятить. К вечеру заметно похолодало, поэтому готовлю, не выходя из палатки. Кстати, я вчера говорил по поводу котелка. То, что у него нет ручки. Вот, поскольку это алюминий, его очень легко просверлить, и можно вставить либо какой-нибудь тросик, либо какую-нибудь проволочку. И тогда его можно будет вешать даже над костром. Лег спать около 10 вечера, а в полночь проснулся от того, что кто-то ярко светил на палатку. Выглянув на улицу, обнаружил, что небо почти полностью очистилось от туч, и из-за беседки выглядывает яркий диск луны. Хоть мне и сильно хотелось спать, не удержался от того, чтобы снять ночной таймлапс. Утром, когда только вышел из палатки, мне показалось, что погода не поменялась, все так же пасмурно. Но немного приглядевшись, понял, что это утренний туман, а это уже хорошая примета. Скорее всего, через час-два туман разойдется, и на смену ему, очень надеюсь на это, придет солнечная погода. Ну а поскольку дождя нет, начинаю собираться. Вчера уже потерял половину дня, просидев на одном месте, а время у меня ограничено. Трава на поляне все еще мокрая, поэтому продолжаю сборы в беседке, предварительно перетаскав в нее все вещи. В 9 часов 20 минут встаю на воду. Пораньше проснуться сегодня не получилось, но может повезет пройти побольше за счет длинного светового дня. Туман тем временем поднимается все выше и выше. Сверху его подогревает утреннее солнце, благодаря чему пар становится легче. Снизу он выталкивается более тяжелым холодным лесным воздухом. Вскоре начинают появляться и редкие разрывы в серой пелене.
Меньше чем через час начинают показываться первые более-менее приметные скалы. Сначала на правом берегу безымянная, а через несколько сотен метров от нее камень-темняш бурых оттенков. После них уже на левом берегу находится камень Журавлев, после которого река замедляется и начинается птичий плес. Журавлей я, конечно, здесь не увидел, зато довелось понаблюдать за серой цаплей. Обычно, когда начинаешь подплывать к ним, они отлетают на несколько десятков метров вперед, а потом, когда снова подходишь ближе, опять немного отлетают. Так может продолжаться долго, но эта цапля оказалась хитрее многих своих сородичей. После пары неудачных попыток оторваться от меня, улетев вперед, в какой-то момент она решила попробовать развернуться и улететь вверх по течению. Не зря говорят, что выживает самый приспособленный. Птичий плес расположился между камнем Журавлевым, который я уже прошел, и камнем Лебяжьим, который прохожу сейчас. Камень Лебяжий опоясывает очередную излучину невысокой полуразрушенной стеной, постепенно переходящей в следующую скалу, камень Складки. После складок река вновь поворачивает, и на левом берегу начинает появляться главный герой сегодняшнего моего утра – камень Винокуренный. Возле Винокуренного я нахожусь уже в 3-й раз, но до этого еще не поднимался на него, что и решил сегодня обязательно исправить. Природный парк река Чусовая оборудовал здесь экологическую тропу, поэтому скала довольно популярна у туристов. От нее, кстати, рукой подать до Староуткинска. По лестницам и настилам, идущим до вершины, подниматься очень комфортно, ну а поверху уже идет обычная тропа. В нескольких местах на вершине есть необорудованные смотровые площадки, с которых открываются замечательные виды на окрестности. Частично видна деревня Курья, это, можно сказать, окраина Староуткинска. Название камня, как считается, произошло от повинных курений. Поблизости жили старообрядцы, отрабатывающие повинный налог производством древесного угля в специальных курениях. Вот и камень за это стали называть винокуренным, а уголь потом использовался на заводах. Под скалой у реки и на вершине есть пооборудованные стоянки с беседками. К обеим подходят грунтовые дороги, неподалеку проходит асфальтированный Шалинский тракт, так что и мусора здесь достаточно, и на скалах встречаются надписи краской. Стоит помнить, что камень Винокуренный – памятник природы Свердловской области и охраняется государством. После прогулки по скале возвращаюсь к лодке. Теперь буду проходить под скалой. С воды камень Винокуренный – это несколько скальных выходов, окруженных деревьями. Растянулась скала на несколько сотен метров. После Винокуренного начинается Курьинский плес, тянущийся до деревни Курья. Здесь меня так хорошо пригрело и разморило солнце, что на какое-то время я даже отложил весло, просто лежал в лодке и радовался наконец пришедшей хорошей погоде. Возле деревни Курья Чусовая делает крутой поворот. На некоторое время русло становится параллельным самому себе, а затем река вновь возвращается в деревню, а там уже остается рукой подать до Староуткинска. Староуткинск – старинный поселок. В нем в 1729 году был построен один из демидовских железоделательных заводов, чьи руины сейчас стоят рядом с плотиной Староуткинского пруда. Здесь же работала одна из пристаней для барок. Над Чусовой в поселке возвышается камень Богатырь, практически напротив которого впадает крупный правый приток река Дарья. Чусовая в этом месте широкая и мелкая. Часто здесь дует сильный ветер, мешающий плыть. Дарья своим руслом огибает гору Сабик, с воды ее, к сожалению, почти не видно. Гора эта считается самой высокой в долине Чусовой, ее высота 531 метр. В Староуткинске многие заканчивают свой небольшой сплав, а многие начинают. Дальше и течение немного ускоряется, и скалы постепенно становятся выше и встречаются чаще.
Не успел я отойти далеко от поселка, как мне встретилась семейная пара туристов, отправившихся на сплав как раз от Староуткинска. Тем временем подошла пора обедать, и напротив камня висячего, уже второго с таким названием, я остановился, увидев с воды стоянку. К 2 часам дня солнце хорошенько прогрело воздух. На берегу можно находиться в одной кофте, если, конечно, не подует ветер. Также, пользуясь солнечной погодой, пока обедаю, повесил сушиться тент от палатки. Утром он был настолько мокрый, что я даже не рискнул упаковать его в рюкзак и привязал снаружи. После обеда догнал и обогнал встреченную ранее пару. Они идут не спеша, полностью отдавшись воле течения. Не гребут, а только немного подруливают, лишь направляя лодку в нужную сторону. Но у них и маршрут намного короче моего, либо до села Чусового, либо, если останется время, до Мартьянова, всего на 2 дня. Я же, поставив себе цель дойти до Кына, вынужден идти гораздо быстрее, чтобы уложиться в срок. Ко всему прочему, учитываю свое вчерашнее отставание в половину дня. Однако такой расклад меня нисколько не огорчает, а даже наоборот. Руки словно просят нагрузки, да и сам я без такой работы начинаю скучать. Из плюсов время переходов от одной скалы до другой значительно сокращается. Также благодаря ускорившемуся течению и сильно улучшившейся погоде улучшилось и настроение. Пригреваемые солнцем травы, кустарники и деревья по берегам тоже начали светиться молодой зеленью. На тальнике заметно увеличились недавно проклюнувшиеся юные листочки, на опушках и лужайках раскинулись травянистые ковры. Небо после обеда тоже стало гораздо чище. Ближе к вечеру на реке вновь поднялись ветра. Даже течение помогает слабо, приходится много грести, поэтому моя скорость немного снизилась, как бы я ни старался. Помимо этого, меня постоянно отвлекает на съемки то скалы, то птицы. Сейчас подошел к очень интересной скале, камню Сокол. Первая его особенность, угадывающаяся в одном из выступов, профиль человеческого лица. Вторая – скала плоская и стоит вертикально. Странно, что она не стала называться за это одним из гребней. Скал действительно стало много. Через километр следующий поворот реки венчает камень-балабан, названный как хищная птица, родственная соколу. Наверное, это не совпадение, что они находятся с камнем Сокол по соседству. Еще через километр показывается камень Сенькин, крупная бесформенная каменная глыба. От камня Сенькина виден следующий поворот реки, а там все так же через километр с небольшим следующая скала, треугольный камень Боярин. Пройти за сегодняшний день я хочу порядка 40 километров. Наметил для ночлега стоянку напротив камня Щелеватого. Хотелось бы, конечно, пройти немного побольше, но через 5 километров ниже той стоянки начинается крупное село Чусовое. Если останавливаться после него, придется пройти около 50 километров, а это уже будет заметно тяжелее, поэтому план на сегодня более-менее скромный. К 5 часам вечера подошел к урочищу Родина на месте бывшей деревни. Напротив него из берега выступает небольшой камень Танькин. 4 года назад мы с Викой ночевали напротив него. Вечером тогда был один из красивейших за весь сплав закатов. В 1,5 километрах ниже, за небольшим островком, поднимается камень Максимовский, еще одна скала, похожая на гребень. После него река ненадолго замедляется. После небольшого поворота впереди показалась серая, погруженная в тень скала. Это я подхожу к камню Шилков. Значит, до моей сегодняшней стоянки остается совсем немного.
Совсем скоро подхожу и к разделенному крупной горизонтальной трещиной камню щелеватому. Время без 5:06. Я наметил себе стоянку такую рядом с камнем щелеватым. Думал, напротив скалы прям будет. Она немножко в стороне. Место хорошее, просторное. Наверное, дальше не пойду. Остановлюсь здесь. Досушиваю палатку. Утром она еще мокрая была, с нее прям текло. Во время обеда тент немного подсушил. Сейчас вот оставшиеся. Пока сохнет палатка, решил взлететь и осмотреть окрестности с высоты. На карте действительно стоянка отмечена напротив скалы, но оказалась совсем немного ниже. Вдалеке на горизонте видна гора Сабик, возвышающаяся близ Староуткинска. Напомню, это самая высокая гора в долине Чусовой, высотой 531 метр над уровнем моря. В противоположной стороне вдалеке слева можно разглядеть село Чусовое. В общей сложности на воде сегодня я провел около 8 часов. К вечеру уже накопилась усталость. После ужина лежал в палатке, читал книгу. Снаружи довольно быстро остывал воздух, а холод постепенно начал проникать и ко мне, однако ночью я не замерз. Утро следующего дня солнечное. Вечером обнаружил на палатке клеща, поэтому перед тем, как начать сборы, застегнул брызгозащитный фартук на лодке и переношу все вещи из палатки на него, чтобы не раскладывать их в траве. Поскольку ночь была холодная, на внешнем тенте образовался конденсат, приходится его хорошенько стряхивать, чтобы в рюкзак не попала влага. Думаю, особо хитрые и продвинутые в охоте клещи могут с тента попасть и на меня, но пока что такого не случалось, поэтому надеюсь, что хитрых и продвинутых крайне мало. Сегодня проснулся в 7 часов, позавтракал и собрался довольно быстро, поэтому на воду встаю, когда на часах еще нет и 9. Время без 10:09. Выдвинулся в путь. Сегодня, похоже, меня ждет тяжелый денек. Из-за того, что позавчера был дождь, километраж был маленький в этот день, поэтому надо наверстывать. В общем, план у меня такой. Для того, чтобы мне вовремя успеть приплыть в Кын, сегодня и завтра мне нужно сделать примерно по 44 километра. Вчера я сделал 39, и это было довольно тяжело, потому что течение слабое, кое-где плесы. Если я 2 дня сделаю по 44 километра, я примерно подойду в район поселка Усть-Утка, даже чуть дальше пройду. И тогда мне до Кына останется примерно 2 дня по 35 километров. Может быть, даже чуть меньше. Это чтобы не спеша идти. И на случай, опять-таки, непогоды, чтобы я мог какой-то день сократить. Если же у меня не получится пройти даже сегодня хотя бы 44 километра, тогда мне придется заканчивать сплав в Усть-Утке. Отсюда, от моей стоянки, от сегодняшней, до туда где-то примерно 85 километров. С самого утра на реке тишь да благодать. Из звуков только пение птиц да плеск воды из-под весла.
Ветер, если и есть, очень слабый, плыть не мешает. А вскоре и солнце начало хорошо пригревать, так что день начался со сплошного позитива. Через полчаса подошел к киногородку Варвара. В далеком 2008 году здесь снимался фильм, который так и не был завершен. В качестве декорации была выстроена небольшая деревня времен 13 века, а Варвара, главная героиня фильма, по сюжету должна была быть бесстрашным воином. Сейчас здесь остался только покосившийся, полуистлевший каркас маленькой часовни. Возле киногородка река огибает крупную петлю. Течение здесь хорошее, быстрое. Через несколько минут оно проносит меня мимо камня Мосина, стоящего уже на окраине села Чусового. Не успев толком разглядеть огромную стену скалы, уже проплываю мимо первых домиков, стоящих на правом берегу. Напротив них на левом берегу за деревьями спрятался камень Гордым, который плавно переходит в скалу Корабли. Название Корабли появилось в 1963 году в одном из путеводителей по Чусовой. Местные же жители ее знают как Коньи уши. Это название мне нравится больше и даже кажется более аутентичным. От Коньих ушей высокий левый берег тянется вплоть до следующего скального выступа известного чусовского камня Шайтан. 4 года назад я уже был на его вершине, поэтому сегодня туда не пойду. Здесь мое внимание больше привлек новый капитальный пешеходный мост, построенный на замену старому подвесному. Тот уже давно дышал на ладан, так что новый мост порадовал даже меня, а радость местных жителей можно только представить. Между мостом и камнем Шайтан расположился маленький музей реки Чусовой. У воды установлен небольшой макет барки, красное колесо, символ заводов и пристани реки. Подобные приводили в движение пильные мельницы, молоты и воздуходувные меха. Чуть дальше от воды стоит несколько памятников. Геологу Родерику Мурчисону, сделавшему в числе прочего описание многих мест на Урале, Ермаку, поднимавшемуся по Чусовой в поисках водного пути в Сибирь, и прочим людям, внесшим вклад в развитие промышленности на Урале. Неподалеку находится и плотина Старшайтанского пруда, который появился более 3 веков назад на реке Шайтанке. Сначала здесь работала пильная мельница, позже появился и железоделательный завод. Само село тоже старинное. Первые жители, старообрядцы, пришли сюда в начале 18 века. Не мог оставить я без внимания и старинную пристань, работавшую при заводе. Стоявшие здесь барки нагружались продукцией завода, а затем во время половодья спускались в Чусовую. Историей богато не только село Чусовое. Сел, деревень, поселков и городов по берегам этой реки было много. Одни уже давно исчезли, оставив после себя поляны урочища, другие до сих пор живут и процветают. Если брать исторические события, связанные с Чусовой в масштабах всей нашей страны, можно сказать, что она внесла значительный вклад в развитие металлургической промышленности, освоение новых территорий в Сибири, да и развитие российского государства в целом. Пока я делал этот фильм, начал читать книги Алексея Иванова «Золото бунта» и «Месседж Чусовая». Последняя, большой документальный труд, как раз собрала в себя краткую историю, наверное, каждого кусочка реки. Думаю, эта книга будет интересна всем, кто собирается побывать на Чусовой или уже бывал, поэтому рекомендую ее к прочтению. Ниже села Чусового на протяжении нескольких километров по обоим берегам растянулась новая вереница скал. Начинается она камнем могильным, названным так благодаря кладбищу на его вершине. Затем идет несколько небольших и малоприметных скал, однако скоро картина начнет меняться, и скалы будут становиться все крупнее и краше. Течение тоже порой радует. В одном месте даже встретился небольшой перекат, точнее перебор, как их называют на Чусовой со времен железных караванов.
Остановился на одной из стоянок на непродолжительный отдых. Здесь увидел елку такую упавшую. Прямо рядом со стоянкой. На этой стоянке 4 года назад мы ночевали. И там вон прям на дороге ставили палатку. Если бы при нас такое дерево упало, я бы, наверное, до смерти перепугался. А здесь, я так понимаю, мусорка, которая, естественно, никем не освобождается. Это вот диких зверей прикармливать здесь, а потом здесь же и ночевать. Я бы такое не хотел. В прошлый раз ее не было, кстати, здесь. Сейчас, кстати, полдень. 12:06, если быть точным. На данный момент прошел 14,5 километров. Это с учетом того, что я выходил до этого 2 раза на берег. Таким образом, мне остается по плану сегодня пройти еще 29,5 километров. Если буду двигаться с той же скоростью, то в принципе это реально. Долго отдыхать не стал, и уже через 15 минут я снова на воде. Немного ниже стоянки река, уперевшись в высокий скалистый левый берег, поросший редкими деревьями, поворачивает направо. Этот берег, точнее скала, носит название Высокая гора. Следующий левый поворот река делает, уже ударившись о камень сарафанов. Его складки, разбегающиеся в разные стороны, словно складки сарафана, и стали поводом для названия. Вскоре вдалеке появляются домики села Мартьяново. Это последний на моем пути населенный пункт Свердловской области, до которого можно добраться на обычном транспорте по левому берегу Чусовой. Как и прочие поселки, Мартьяново – старинное село. Основано в 17 веке, имеет свою историю, но в настоящее время это скорее дачный поселок. А современному туристу в большинстве своем оно, пожалуй, известно такой достопримечательностью, как Мартьяновская дуга. Это крупная петля реки длиной более 5 километров. Перешеек же, замыкающий начало и конец петли, шириной всего около 100 метров. Здесь я решил выйти и показать, как это выглядит с суши. Но из-за деревьев реки, к сожалению, практически не видно. Поэтому, хоть и мешает сильный ветер, решил снять Мартьяновскую дугу с воздуха. Выше взлететь не получается из-за ветра, но все же петля просматривается. С этого ракурса формой она напоминает сапог или валенок. Мартьяновскую дугу нужно обязательно пройти по воде. На ней есть несколько интересных скал, а в одном месте в Чусовую на ней впадает небольшая речушка Каменка с очень красивым скалистым устьем. Скалы в устье Каменки невысокие, они лежат по берегу вдоль воды словно каменные плиты, а сама речушка, впадая в Чусовую, стекает по ним будто по ступеням. Ниже устья Каменки по левому берегу подряд друг за другом идут скалы. Сначала невысокий камень Еленкина, после него скала повыше, камень Малый Владычный. За поворотом реки показывается еще более крупная скала, камень Большой Владычный. Напротив него на правом берегу приметил стоянку со столом и скамейками.
А время обеда уже давно подошло, поэтому останавливаюсь здесь. На обед у меня сегодня пюре быстрого приготовления. Это я его из банки пересыпал в пакет целлофановый, чтобы банку с собой не брать. Небольшой кусочек колбаски сырокопченой, грамм, наверное, 50. И вместо хлеба такие хлебные палочки. Хлеб у меня закончился. А потом чай с конфетой и печеньем. После обеда на реке поднялся сильный встречный ветер. Я же заканчиваю прохождение Мартьяновской дуги. Теперь скалы тянутся по правому берегу. Сначала идет красивая заросшая елками скала Баба-Яга, а в самом конце дуги показывается камень переволочный. Перед ним к воде спускается тропа, идущая по перешейку. Раньше на ее месте существовал так называемый волок, который дал название скале. По нему перетаскивали суда, чтобы сократить путь. Лично мне такое решение кажется сомнительным. Лодки раньше были тяжелыми, волок, естественно, платным, а при хорошем течении время прохождения Мартьяновской дуги составляет примерно час. А если в наше время кто-то захочет также сократить путь, то он просто потеряет возможность увидеть красоты этой речной петли. В кои-то веки какой-то интересный перекат. И практически сразу еще один. От Мартьянова на Чусовой начинаются более дикие места. Поселки теперь будут встречаться гораздо реже. От камня Переволочного до следующего села на моем пути Сулема по воде около 35 километров. Сегодня до него я даже не дойду. Стоянку для ночлега наметил возле камня Мостового. Дойдя до туда, пройду запланированный на день километраж. До него остается еще примерно 15 километров. Однако уже начинает вечереть. Лучи солнца становятся более теплых оттенков. Порой, проходя под левым берегом, попадаю в тень от деревьев. В тени уже начинает ощущаться приближение вечера и вечерней прохлады. К 4 часам подошел к камню Ямоватому. Это одна из скал, которые мне нравятся своей необычностью. Помимо основного утеса, по берегу тянутся эдакие каменные плиты. Благодаря им берег становится похож на стенку каньона. За следующим поворотом показывается еще более необычная скала. Это одна из нескольких скал на Чусовой с названием Печка. Примерно в ее середине образовался небольшой грот, который и придает скале схожесть с печью. Однако есть у нее и второе название – Львиная пасть. Чусовая и Львы, конечно, сильно далеки друг от друга, поэтому название Печка, хотя она и не единственная, считаю более уместным. Другой поворот реки венчает камень Пещерный. В верхней его части есть небольшая 16-метровая пещера. Как и в прошлый раз, я хотел подняться к ней, но слишком крутой подъем меня смутил. Рисковать не стал. Ну а раз уж я вышел на берег, прогулялся до источника, бьющего из основания скалы, набрал в нем воды. Рядом с ним на берегу лежит камень с интересными промоинами, напоминающий огромную голову сыра. Ниже камня Пещерного на правом берегу раскинулся большой луг. На его месте раньше стояла деревня, сейчас урочище, Валегово.
Напротив урочища величественно возвышаются над рекой два брата-близнеца – камень-гребни. Наверное, именно такие необычно выглядящие скалы и рождали раньше легенды о богатырях и воинах, превращенных злыми колдунами в камень и обреченных тысячелетиями безмолвно созерцать течение реки и времени. Ниже урочища река ускоряется и круто поворачивает. На повороте стоит небольшой, но во времена железных караванов очень коварный камень-боец Валегов. Быстрым течением груженные барки несло на него. Они не всегда успевали сманеврировать и порой даже разбивались о него. Для смягчения ударов на камни делались специальные сооружения из дерева. Ниже камня Лысан течение вновь ненадолго ускорилось, прохожу небольшой перекат. Из-за него чуть было не пропустил необычную скалу-иглу, спрятавшуюся среди деревьев на левом берегу. Следом за ней идет камень синенький, который, погрузившись в тень, действительно посинел. Примерно здесь я встретил семейную пару на катамаране. Они делали походную баню на берегу, и я остановился на минутку поговорить. Оказалось, что они начали свой сплав 1 мая, сегодня 13, а идти планируют до города Чусового. Из-за падающего уровня воды скорость передвижения у них невысокая, поэтому они надеются закончить сплав примерно через 2 недели. То есть проживут на реке целый месяц. Я сравнил свою спешку с их размеренным путешествием и даже немного им по-доброму позавидовал. Время 18:05. Я прошел запланированный на день километраж, все 44 километра. Но это, конечно, благодаря течению. Течение порой несет очень хорошо. Если бы не оно, как вчера, например, до Староуткинска, я бы мучился где-нибудь еще в районе 30 километров. Так что есть большая вероятность, что до Кына я все-таки дойду. Но сейчас уже вот нашел себе хорошую стоянку. Точнее, не столько нашел, сколько я планировал именно дойти до нее. Вот эта просторная поляна сегодня станет моим пристанищем на ночь. День сегодня, как я и предположил еще утром, и правда выдался тяжелый. Даже несмотря на хорошее течение, веслом поработать пришлось много. Все, расположился уже. Вещи все закинул. Покрафт, поскольку легкий, я его вот так вот к палатке привязываю. Если ветром начнет уносить, чтобы хотя бы я в курсе был. Встал на самом краю крутого берега, потому что вот тут вот, где вот эти вот белые цветочки, почва влажная, могут клещи быть. Поэтому подальше встал от нее. Сегодня одного с сапога снял во время обеда. Вчера одного на палатке видел вечером. На ужин варю суп с фасолью, как всегда, из наших любимых сушеных овощей, сушеного мяса. Не знаю, есть ли в этих краях медведи, все-таки достаточно удаленные от населенных пунктов. Но на всякий случай еду и мусор, все, что связано, пахнет едой, спрятал подальше. Вот в те лиственницы и сосны. Вот за этими двумя жердями видна гермосумка, в которой лежит еда. От палатки достаточно далеко, наверное, метров 20 будет точно. Главное, что не в ней и не рядом. Все-таки куда ни ставь палатку,
Парочка да найдется. Тут уже второй ползет. А вот сразу третий. Это все на одном месте только. Жуть их сколько. Похоже быть мне покусанным в этом месте клещами. Это четвертый. А вон там пятый. Вот ты выбрал место по суше, называется. Друзья, если вам понравился фильм, подписывайтесь на канал. Я публикую фильмы как на YouTube, так и в ВК-видео. Также буду благодарен за любую поддержку, как добрым словом, так и финансово. Все ссылки можно найти в описании к видео. Желаю всего хорошего и до скорых встреч!